Привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Сегодня уже вечер. Мне нужно поставить палатку, поставить шатер, покушать, закинуть закидушки и переночевать. А потом можно будет приступать к ловле на фидер. Довольно интересная поляна получается, большая. Заканчивается здесь дорога. Находимся на берегу реки. Хотя вот смотрите, идет какая-то дорога наезженная. Трошки даже пришлось приодеться в свою баечку, вот эту вот, которая мне пришла от компании Fintrail. Если вам такие интересные и другие вещи от Fintrail интересны, я обязательно ссылочку оставлю в описании по моему промокоду персональному RezoneBuy. Можно будет там со скидкой 10% что-нибудь для себя прикупить. Нам надо будет сейчас поставить палатку для ночлега и подготовить закидушки, дрова. Короче, все приготовить для того, чтобы комфортно, так сказать, здесь прожить 2 этих дня. Потому что мы приехали вечер пятницы и собираемся уезжать отсюда в вечер воскресенья. Иди пей воду. Опа. Ребятки, трава мокрая. Надеваю сапожки свои. Вот так. Оп. И ботинки прячу. Ну вот уже и палатка собрана. Почти заходим. Последнее, что остается сделать, это, конечно же, вот собрать ее крышу. Завтра, ребятки, обещают дождь, поэтому обязательно нужен шатер. Говорят, что может даже идти целый день. Вот. А послезавтра будет хорошая погода, совсем будет солнечно. Посмотрим. Я знаю, что, возможно, сом здесь есть. Посмотрим, будет ли он клевать в такую погоду, в такое похолодание. По прикормке, ребят, хочу смешать снова тот состав, который на предыдущей реке у меня сработал. Линь, карась и лещ черный. Получилось прикольно. Запах был отменный. Пахло марципаном, просто жесть. Рыбе понравилось. Вот через такую емкость можно пропускать мотыля, отбирать живого с мертвым. А под водички наберу, чтобы корм замешать. Только где набрать? Собака где-то же сходила. Надо и мне где-то сойти. Где ты рыжий сходил? Покажи. Здесь. Ага, вижу, все. Опа. Опа. Ну, мне бояться, в принципе, нечего. Главное, просто не провалиться туда вниз. Видите, там прям ничего как такового нет. Набираем водичку. Первое увлажнение, ребят. Мешаю шуруповертом, только сделала новый маникюр. Поэтому... Сразу трохи даю кукурузки. Сразу трошки кукурузки. Оп. Ну вот, уже даже забросила один фидер. 7 часов 30 минут. Такая у меня красота. Солнышка нет, солнышко прячется вот здесь, вот за этими деревьями. В жару, наверное, здесь просто прекрасно. Одна палатка здесь стоит. Лотос, Кубазон, 4 термо. Ребята, не протекает. Вообще офигенная палатка. Вот у меня сверху еще такой тентик здесь. Ребят, это просто вообще... Во, огонь. Ну и большой шатер морж с окнами, сетками, которые все открываются. Несколько дверей, есть вот такое-то окошко. Очень он просторный. Учитывая то, что будут дожди, все сюда поместится. Кухонька, водичка у меня здесь, стульчик. Можно стульчик второй. Там вот у меня еда. Навесные вот эти вот полки не вешаю, потому что, не хочу, мне так не очень удобно. Мне удобнее, когда все в доступности, чтобы из сумок не доставать. Я же сюда не на месяц жить приехала, правильно? Ну и смотрите, какой красивый вид открывается из шатра. Прямо на реку. Ну и, соответственно, вниз туда по течению я собираюсь позже чуть-чуть забросить свои закидушки. И, возможно, даже чуть-чуть вот здесь вот выше. Там тоже интересная такая обрывистая местность. Единственное, что заихолотила, глубина 1,5 метра.
Может быть, для этой реки это нормально. Ну, короче, вы же знаете, я на рыбалке не бухаю. А те, кто не бухает на рыбалке, могут вкусно кушать, понимаете? Поэтому вот здесь вот клубничка для себя любимой. Вот здесь вот черешенка для себя любимой. И вот здесь вот, ребят, голубичка для себя любимой. Ну вот и посчитайте, сколько стоит бутылка алкоголя и сколько стоят все эти ягоды. Приблизительно одна нормальная бутылка коньяка или вискаря против вот этих всех ягодок, так сказать. Вот так вот выглядят закидушки в разобранном состоянии. А вот так выглядят мои закидушки, ребят, в собранном состоянии. Наживляюсь на самяу, уже самое время. Ставлю выползка, ставлю навозного червя и забрасываю вот здесь вот вдоль обрыва. У меня крючки небольшие, на них, если выползка ставить, вылазит ну, максимум 2 выползка, если его не рвать. Монтаж, на конце груз 150 грамм, свыше вот здесь вот стоит отводная такая петля, и в эту петлю поводок приделан. Поводок. Петля в петлю приделана. Блин, комары, ребят, заедают. Отошли от поляны, так тут их вообще просто, блин, пипец как много. Так, включаю бойтранер. Оп, все. Если что, фрикцион выставлен нормально. Все заброшены, 5 штучек заброшены. Ловлю уже и на фидер, ловлю на закидушки. На фидер почти пока ничего, кроме уклеи, не поймала. Давай еще вот. Нормас? Что, воды дать попить? Что могу вам сказать, друзья? Мы забыли свет. Есть вот этот вот фонарь. Нету с собой ни зарядных устройств, ребятки, ничего. Но посмотрим. Я думаю, как-нибудь справимся. Приготовим колбаски гриль. Ни раз такие не брала. Посмотрим, что из этого получится. Оп. Да, ребят, вот теперь, когда нет с собой термоцелла, я понимаю, что термоцелл реально работает. Сосисочки, ребят, уже готовы. Очень быстро приготовились. Опа. Опа. Сейчас мы их немножко потомим в лаваше. Опа. Классно. Опа, ребят, сейчас мы костерчик, ребятки, еще сделаем, чтобы хоть как-то комарье это отгонять. Опа, вторым краешком сюда. И потом, ну, не должны прихватиться, я думаю, будет. 23:11, ни одной поклевки на закидушку. Все стоит, на выползка ничего вообще не обдирает. Везде по реке есть люди, я думаю, что нужно будет менять позицию, скорее всего.
и искать рыбу. Сейчас попробую. Кушать можно. Нормально. А вот мой спальничек, ребятки. Старенький, добренький, тепленький спальничек. Пёса уже отдыхает. Ой, здесь есть, ребятки, что-то. Что-то есть. Что-то есть, ребят. Самяу, что ли? Вот такой вот самик. Так все-таки есть. Так все-таки он здесь есть. Смотрите, какой красавчик. А? Что, думаете, надо переезжать или не надо? Я смотрю, что значит он здесь есть. Думала, что здесь вообще ничего нет, а оказывается есть. Я уже хотела собираться и переезжать, а он, получается-то, не хочет клевать. Не хочет клевать и все. О, красавец какой, посмотрите. Так может, если клюнет покрупнее? Поворот, я могу так вам сказать, вот этот обрывистый, он самовий. И, в принципе, получается, что я не прогадала. Я сначала хотела собраться уехать, но когда поймали сама, я поняла, что вот это вот бесклёвье, оно может быть самовьями. Оно может быть связано с тем, что перемена погоды и похолодание. У нас было 30 градусов тепла, и стало сейчас 20 градусов тепла, и обещают дожди. А сом любит жаркую погоду. Наконец-то прохладно хотя бы, да. Я уже соскучилась по баньке. В такую погоду и не грех погреться в баньке, знаете ли, будет, а? Ну, ребятки, куда же без утреннего кофе? На плите у меня готовится горох для рыбки. Но на кастрике я приготовила себе кофе. Ёпсель-матрёпсель. Солнышко быть у нас. Все-таки, ребят. Кстати, даже с точки зрения ловли сама, он любит места с теньком. А здесь во второй половине дня солнце спрячется за деревья ближе к вечеру. Солнца не будет. Самы такое любят.
мальчики, получилось так, что я стала смотреть эхолотом, ходить здесь под береговой линией. Нет рыбы, не показал эхолот рыбы. И глубина здесь небольшая. Пошла я дальше по бережку и нашла место интересное. С глубиной там даже показала рыбку. Я приняла решение перебраться туда. Теперь весь этот лагерь нужно перетянуть. Но ничего, не первый раз, так сказать, не первый раз. Получается, что на выползку вы сейчас посмотрите, на какой здоровенный крючок мне попался угорь. Он не сойдет, нужно, наверное, спускаться вниз. Зацепилась уже им, ребятки, угорь. Прикиньте, угорь. Обалдеть, ребят. Обалдеть. Откуда они здесь? А? Откуда? Господи, я боюсь. Господи, я боюсь. Посмотрите, змея стоящая попалась. А мне, слушайте, обалдеть, друган, обалдеть. И пошел. Пошел, отпустили его, ребят. Перенесено. Остается дело за малым. Вот последних 2 закидухи и машина. Все, ребят, все перенесено. Перебрались на новое место. И вот, пожалуйста, сразу плотвичка. Ну, кукурузу, ребят. Прикиньте. Ну что, подруга, я тебя первую отпускаю обязательно. И знаешь что? Ты мне давай, как это называется, приведи кого-нибудь за собой. Бабушку, дедушку, Язюху, Алавля. Оп, ребятки, плотвичка на бутерброд мотыля с опарышем. Отпускаем. Давай, зови кого-нибудь побольше. Пускай кто-нибудь побольше приплывает. Кормлю сейчас прикормкой, которую вчера, ребят, мешала. Добавляю горох и кукурузу в кашу. Вот и все. Крупная фракция была. Давайте посмотрим, какие дипы у меня есть, чтобы можно было попшикать на лещ корица. Не надо, вот горох можно попробовать побрызгать, конопля, червячок, чесночок. Давайте попробуем горохом побрызгать. Получается, здесь стоит шатер, в нем сейчас у меня хозяйственные вещи, потом можно будет поставить сюда стульчики и посидеть, когда начнется дождь. Здесь у меня палатка для ночлега, здесь вот немножко заготовили дров, потому что когда начнется дождь, я хочу, чтобы постоянно был огонь, чтобы можно было греться, и вот здесь тоже посидеть. Вот такие вот дела, вот такой вот берег, там где-то какие-то мероприятия интересные проходят с байдарками. Прошлого года у нас разрешены для ловли телевизора. Такое вот оснащение с небольшой сеткой, которая устанавливается в прибрежную растительность. Называется это экран рыболовный номер 30, ширина его 1,2 метра, леска 0,17, ячейка
Высота 0,9 метра. Ну и мы сейчас, как настоящие, конечно же, рыболовы, обязательно должны проверить, насколько они эффективны. Что в него может сесть? Непонятно. Вот если вот сюда, то да. Оп, хорошо. Глубина здесь неплохая. Прям чувствуется, что дольше, чем в предыдущем месте падает кормушка. Вес такой же, но падает довольно-таки так долго. Пытается что-то убежать там. Сейчас посмотрим. Опа. Вот за весь день. Опа. Сейчас посмотрим. Да, попалась. Смотрите, какая хорошая плотва. О, очень хорошая плотвичка. Прям в камыше. Еще попробуй выпутай, попробуй его поставь, попробуй зайди. Он все рвется. А, эти телеки неблагодарное дело, ребят. Опа. Конечно, ребят, мы ее отпускаем. Нам она не нужна. Вот. И телевизор больше ставить не будем, потому что он, несмотря на то, что немного рыбы хватает, он ее повреждает. Сетка ячейка очень мелкая, это вот противная такая, не знаю. Погода, пойдем зажигать бутерброд. Что сделать? Надо идти париться в баню. А то уже и дождь пошел, тут холоднее стало. Мы сейчас ее затопим не по-детски. Да, Рыжик? Да. Да, я видела. Заброшено 2 уделки, ребят. Ничего пока не клюет. Периодически рыба как будто подходит, что-то начинает обдирать. Наверное, это плотвичка, то на перловочку, но не засекается, понимаете? Не знаю, с чем связано. Ближе к вечеру, надеюсь, все будет хорошо. Возможно, сейчас попытаюсь поменять крючок. Так. Что тут у нас? О, микроплотва. Микроплотва, ребятки. Ну, ой, ты такая холодная, малышка. Хорошая. Ребят, поймала маленькую плотвичку, которую, как мне кажется, можно поставить вообще на хищника. Вот так. Хоп, на щука. Где-нибудь вот здесь. Ой, под кувшинки, ребятки. Посмотрим, может, какая щучка плавает. Не знаем. Ого, окунь. Ого. Ого, ты здесь есть, друган? Что ты здесь делаешь? Вот тоже можно, ребят, на живца поставить. Перезабросился, иду в баню, ребят. А что делать, блин? Нету погоды.
Нету клёва. Можно идти мыться. Сижу в окошко, гляжу. Если будет поклевка, обязательно увижу и сразу же пойду и подсеку. Дождь закончился, хотя передавали, что будет идти до самого вечера, значит, будет идти периодически. Вот, чуть позже все-таки пойду со спиннингом, побросаю. Я думаю, что рано или поздно все байдарочники должны будут закончиться. Ой, ребятки, как хорошо, что наконец-таки температура снизилась и есть возможность попариться в баньке, а? Потому что в жару в 30-градусной, конечно, невыносимо было бы. Шерсть какая, ёпсель-матрёпсель. Ого! Я первая опять. О, хорошо. Главное, как пиявка не зацепилась, а то вон лохматому прям на пузо села. Нема сил подняться. Да, ребят, вот это я понимаю. Нормально. Выходи. Есть что-то, ребят. Что-то есть. Есть что-то. О, хорошая плотвичка. О, какая хорошая плотва. Есть, какая хорошая, а? Рамс, на что? На что? Я уже забыла. Что? Ну-ка, сойди. Стой! Все, молодец. Вот это я понимаю, плотвень, а? О, огонь. На пучок мотыля. На пучок мотыля наклюнула у меня. Красота. Теперь забыла. Ну что, с легким мне паром, друзья. С легким мне паром. Очень хорошо, очень хорошо. Купнуться, это, конечно, вообще огонь просто. Была поклевочка. Так, здесь стоит... Что тут стоит? Я уже забыла. Мотыль. А здесь стоит мотыль и кукуруза. Есть! Есть что-то, ребятки, хорошенькое такое. Приятненькое. Очень. Очень. Ребятки, тяну какую-то рыбку. Видели, поклевка какая красивая была? Кто там у нас? Гарная плотвичка, ребят. Ой, красотушка. Ой, красотушка. Ой-ой-ой. О. Класс. Класс, ребят. Класс. Угу. Ага.
Красивая поклевка произошла на кукурузу с мотылем. На одну кукурузку и пучок мотыля. Видите, ребятки, как долго приходится рыбку ждать. Да. Красивая поклевка произошла на кукурузу с мотылем, ребят. Клюнула вот такая вот красивая плотвичка. Знатная. Ох, живет под деревьями, под местными. Ой, красота. Вкусно пахнет, как, ребятки. Тучи ушли, гроза ушла. Распогаживается красивое голубое небо. Что-то там на точке стоит, сдирает всего мотыля. Периодически попадается плотвичка. Рыбалочка вот такая вот получается. Ждем что-нибудь интересное. Посмотрим, будет ли ночью самяо в такую погоду. Береговой линии, ребят. Латвичка, да, походу? Или гусерка? Латвичка вот такая. Ах, красивая. Вот, друзья, такой ужин у меня сегодня получается. Это мяско, овощи свежие и овощи жареные. Ну, красота, красотища. О, вот такое мясо получилось. Доброе утро. Ночью в палатке благодаря печке очень комфортно, несмотря на то, что похолодание, несмотря на то, что ночью очень высокая влажность. Печка работает. Я могу вам сказать, что даже иногда не хочется топить ее целую ночь. Становится жарко мне и псу. И единственное, кто у нас все время замерзает в палатке, это оператор. Он отапливает, а мы просто-напросто с лохматым. Пись-пись.
не можем дышать, понимаете, из-за того, что становится очень жарко. Поэтому кто-то у меня просто спрашивал, как я справляюсь сейчас с такой погодой. Холодно же. Не холодно, ребят. Печка наша. Все, у меня теперь печка в палатках работает круглый год. Я иду проверять закидушки, которые оставляла на ночь. Ночью, могу сказать, так как это уже вторая ночь, просто захотелось спать. Если первую ночь я нормально выдерживаю, вторую я себя жалею, ее, я не враг своему здоровью, вот. Поэтому я иду отдыхать. Посмотрим, объела, не объела, были ли какие-то сработки, есть ли какая-то рыба. Очень интересно. Мне в лагере стояло всего 4 закидушки, на ямах все на выползка. Вот 2 из них, мы идем дальше. Там стоят еще 2. Ну и, конечно же, первый на разведку идет лохмат. Ну что там? Это что за сработка была холостая? Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка, давай посмотрим. Что тут у нас? О. Не, ну троху объела, видите, но ничего не засеклось. Значит, была исключительно мелочь у нас. Сумасшедшая здесь обратка в этих местах. Яма, корчи. Должна быть рыба. Но ее, походу, нет, ребят. Представляете? Все из-за погоды. Все из-за погоды. Опа, очередной. И молчание ягнят. Приколите, ребят. Не зря пошли спать, ребята. Не зря пошли спать. Просто не зря. И решила на утро замешать корм. Светлый лечь. Попробовать светлого цвета здесь, а не темного. Так, ребятки, на мотыля с опарышем. Не могу понять, сошла рыба или нет. Хорошая была поклевочка. Вау! Ух, какая плотвичка. Хорошую плотку выкормила. Огонь, это уже не первая сегодня поклевка. Поклевки, они, конечно, дают вообще огонь. Такие плотки. Оператор вчера, ребят, поймал такую плотву и подумал, что это ясь. А это плотва вообще-то, а не ясь. Какой же... Это ясь. О, крючок насквозь прошел. Крючок маленький у меня здесь. О. В этот раз поставила сейчас одну кукурузу, пучок мотыля, и сработало. Уже не первая поклевка, но красота. Собрала лодку. У меня с собой будет спиннинг. И у меня с собой будет одна закидушка. Якорек на всякий случай. Здесь у меня наживка. Червь и кукуруза. Ловить буду без прикормки. Ну и, конечно же, сзади есть сумка с приманками для спиннинга. Посмотрим, получится что-нибудь поймать, сплавляясь вниз по течению на реке. Такая лодочку с обрыва. Опа, рыжий, ты не едешь. Ты в курсе, что ты не поедешь никуда? Сегодня, слава богу, хорошая погода. И никакой дождь и гроза, как вчера, меня не выгонят с реки. Потому что вчера мне пришлось срочно уезжать с нее на лодке, потому что началась гроза. Поводок. На леске 0,16 абсолют. Крючок 12 номера у меня колмик. Что я собираюсь делать, ребят? Я собираюсь искать тупо активную рыбу на реке. Тупо ту рыбу, которая захочет клюнуть. Здесь довольно-таки много ямок, приямков.
травы, растительности, вдоль которой может стоять рыба. Я буду забрасываться, некоторое время стоять, оббрасывать точку спиннингом, ну и, соответственно, также забрасываться на закидушку. Блин, ребят, была поклевка и сошла рыба, не знаю даже почему, но сошла. Так поклевочка была. Сработала проводка. Пара подворотов, ну без определенного количества я там могу одну подмотку сделать, паузу. Короче, stop and go называется. Это у меня мусор. Какой-то пока безрезультативно. Ну, поехали дальше. Пока изначально 2 поклевки, пару объеденных кукуруз и все. Рыбы нет. Рыбы нет, но я постараюсь найти. Что зробишь? Надо искать. Здесь, кстати, по ходу яма. Чуть-чуть буду потихонечку плыть дальше. Обрасывать камышовой растительности и, естественно, противоположную береговую линию с обрывом. Просто чуть-чуть дальше проплываю и сбрасываю. Оп. Якорек. Все. Пересбросила. Так, ребятки. Есть какая-то рыбка. Сейчас посмотрим на кукурузу. И уже нет. Сошла. Сошла, но была. Была какая-то рыбина поздно. Поздно сообразила. На кукурузу. Вот я остановилась здесь. Раз. Два. О, смотрите, вот здесь ракушки есть. Интересно. Значит, здесь может быть лещ. Плотвичка поймана. Оп. Ставлю еще кукурузку. Так. Давайте вот. Так. Оп. Главное не перебросить на тот берег, на то дерево. Вот такой вот красивый обрыв. Забросила тоже сюда закидушку с кукурузы, оборвала вторую снасть, вторую приманку. Перевязываюсь. Стоит закидушка зато. Ребятки, еще одна рыба. Сейчас на закидушечку, на кукурузку. Идет, идет. Идет что-то. Сейчас. О, хорошая. О. Вот это плотва, ребятки. Обалдеть. Гляньте.
О, обалдеть. Обалдеть. Вот это плотва, ребят. Вот это плотва как ясь, конечно. Ох. Опа. Опа. Во, ребят. Ну, не зря забросилась, не зря ждала. Ну, вот это ж плотва, ёпсель-матрёсель. На кукурузу, на закидушку. Обалдеть. Обалдеть. Опа. Оп. Хорошая плотвичка. Сейчас мы... Еще одну кукурузку поставим. Опа. Так. И. Вот сюда. Отлично. Глубина, ну такая, наверное, там метра 7, метра 2. Так, сама ловлю на спиннинг. Вон там стоит, видите, лодка с Гдрынычем. С обычным маркерным грузом, монтаж патерностер. Кукурузка. Самое смешное, ребят, что попала не туда, куда хотела, доставала. И монтаж, и клюнул, видите, на кукурузу окунь. С ума сойти. Холодный, ёпсель-матрёпсель. Совсем. Ставлю снова 2 кукурузки. Еще какая-то рыбка, ребят. Сейчас, скорее всего, здесь сойдет тут трава такая. О, нет, не сошла. О, вот водичка, видите, какая. Опа. На кукурузку. Норм. Норм, видите, можно ловить. Можно ловить ее. И еще одна. Не буду останавливаться, потому что тут трава за нее цепляется. Даже сейчас, видите, зацепилась. И что, оборвалась? Ребят. О, сошла, видите, через траву проходила и сошла. Ребятки, на коняка, на воблерок. Прикиньте, еще и коняка на воблерок попался, почти под берегом. Вот и поклевка. Ну. Давай. Вроде есть что-то. Если не ошибаюсь. Угу. Да, ребят. Еще одна плотвичка. Такая вот крутая.
течению к следующему месту, где можно половить. Опа. Здесь хорошая глубина под берегом, ребят. Да, очень хорошая глубина, ребятки. Вот сижу сейчас, туда вниз течение, вон уже идет мой поворот, и я, блин, опять здесь за что-то зацепилась, и я обрасываю вниз по течению вот этот прогончик. Глубина идет вся вот под этим берегом, под этими деревьями. Я сюда забросила, на закидушку поклевка, на кукурузу пошла. Ну. Давай. На закидушечку только что была поклевочка. Есть, ребятки, что-то хорошенькое. Что-то хорошенькое, ребятки. Что-то хорошенькое, ё-моё. Ага. Ух ты, какой окуняша, ребята. Обалдеть. Обалдеть, ребята. Гляньте, какой окунь здоровый. Офигеть. Офигеть. Фух. О, ну нифига себе. Просто поругаться нужно было хорошенько. Негатив из себя выгнать. Но. О, какой красавец. Да, и вам. Ну-ка. Есть что или нет? Блин, ну такая, ребят, хорошая поклевка была. Я не знаю, почему сейчас вот не засекается. О, видите? На 2 кукурузинки. Надо, значит, ждать, пока прям вообще хорошенько возьмет. Друзья, если вам нравятся такие видео, если вам нравится рыбалка летом, зимой, осенью, весной, если вам нравится рыбалка с ночевкой и без, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлением. У меня была обалденная рыбалка. Я попробовала новый вид ловли, сплавлялась на каяке, на реке, при этом ловила на закидушку и на спиннинг одновременно. И у меня все получилось. Всем ни хвоста, ни чеши. Пока!